you have a man by the name of Gideon. Есть человек по имени Гедеон у нас. And the people wanted to make Gideon king. И люди хотят поставить Гедеона царем. Gideon said, no, Гедеон сказал, нет, не that надо. wouldn't be right. God should be your king. Это будет неправильно, и Бог должен быть вашим царем. Now Gideon had a son, Но у Гедеона был сын. and his name is Abimelech. И сына Гедеона звали Авимелех. But you know what Abimelech means? Но знаете ли, что означает слово Авимелех? А? My father is king. My father is king. Отец мой царь. И что мы здесь видим? Вот этот Авимелех He became king over the people of Shechem. стал царем над жителями Сихемскими. Жителями Сихема. So he was a king in Israel, but he was not the king of Israel, И поэтому that is, он- of the whole nation. Он был царем в Израиле, но он не был царем над Израилем, то есть над всем народом. Над какой причиной? Он был поместный царем. Well, he was a king over Shechem, the people of Shechem. Да, то есть, ну, Yeah, то есть он был царем над Сихемом в Израиле. but he is not king of the nation. Но он не царь над всей нацией. You see, in chapter 17, verse 6, Ну, смотрите, 17 глава, 6 стих. there was no king in Israel. Четко говорит, в те дни не было царя у Израиля. 17:6, да. Okay, and we find it again in 18:1, no king in И Israel. мы снова это и видим. В 18:1 не было царя у Израиля. In 19:1, there is no king in Israel. 19:1 не было царя у Израиля. Judges 21:25, no king in Israel. 21:25 не было царя у Израиля. Не, ну там написано в те дни, можно понять, в этот день был, а вот в этот день не был. Yeah. So when the phrase "in those days" used, it doesn't describe the whole this like span of time, the whole all that. No, it's talking about that context. Ну, то есть, как говорится, что вот когда говорится в те дни, то говорится вот именно в то время, когда вот происходили эти события, в том контексте. But you had a group of people and they said, we'll make Abimelech king. And he's okay. Ну, есть какая-то группа людей в Сихеме, которые говорят, давайте поставим Авимелеха царем. Ну, окей, поставим. And also, when you read the book of Judges, И также, когда вы читаете книгу Судей, this is not describing the whole nation at one time, but different events taking place in different parts. эта книга не описывает ситуацию, там, которая была там со всей нацией в какое-то одно время. Это описывает разные события, происходящие в разных частях страны, в разное время. At one time you may have a portion of the nation being oppressed by a foreign power, and in a different part of the nation they are oppressed by a different power. То есть может быть в какой-то период времени, что одна часть народа подвергается как бы угнетению со стороны одной там силы иностранной, а другая часть народа в то же самое время их угнетают какие-то другие захватчики. And in some cases you have two judges who are governing at the same И time. в некоторых случаях есть даже двое судей, которые правят в одно и то же время. But the book of Judges is arranged thematically Но книга Судей, она организована тематически, to show us that we have these cycles that kept recurring. и это показывает нам вот этот цикл, который снова и снова повторяется. Now, I want you to be able to think your way through the history of the Old Testament. Я хочу, чтобы вы были в состоянии в своем мышлении четко видеть хронологию Ветхого Завета. So that if this is the history of the Old Testament, То есть, если вот эта вот ветхозаветная история,
I want you to be able to understand in general Я хочу, чтобы вы были в состоянии в целом понимать, the flow of history. как вообще эта история развивалась. All right, in the first 11 chapters of Genesis, Итак, первые 11 глав книги Бытия. all right, give me 4 events. Перечислите 4 ключевых события. Creation of the world, fall, Потом. flood, and Babylon's Okay. tower. Now, beginning in Genesis chapter 12, Начиная с Бытия 2 главы, 12, простите, главы. we have Avram, У нас там Авраам, and that is approximately и примерно 2000 Авраам BC. датируется 2000 годом. So, what you have in Genesis 12 is you have Abraham, then you have the child of promise, who is Isaac. Что мы видим в Бытие 12? Мы видим Авраама, чуть позже мы видим дитя обетования Исаака. He has 2 sons, У Исаака 2 сыновей, twins. близнецов. Исо. Исо, Jacob and Esau. да, Яков и Исаак. Okay, and Нет, почему? Ну, Jacob да. has 12 sons, Так, итак, у Якова было 12 сыновей, and they become the patriarchs of Israel. и они стали патриархами Израиля. But at the end of the book of Genesis, Но в конце книги Бытие the children of Jacob have all gone to Egypt. дети Иакова все ушли в Египет. And the great character in the last half of Genesis is Joseph. И самый такой заметный персонаж в последних уже главах книги Бытия — это Иосиф. All right, so we come to the end of the book of Genesis, И мы переходим уже к концу книги Бытие, and we come to the book of Exodus. и уже заходим в книгу Исход. So what's the situation with Israel at the beginning of Exodus? И какова ситуация с Израилем в начале книги Исход? Slavery. And God raised up a great deliverer named И Бог воздвиг великого избавителя Мозес. Moses. Okay. And God told him to go to Pharaoh И Бог сказал Моисею: иди к фараону and say, "Let my people go." и скажи ему: Let my people go. And Pharaoh refused. Фараон отказался отпускать народ. And so God brought judgment on Egypt in a И series of plagues. Бог навел суд на Египет в виде 10 казней. So we have slavery, Moses, plagues. Итак, рабство, Моисей, казнь египетская. God announced, "I will bring one more plague, and then the Egyptians will let you go." Бог сказал: я наведу последнюю, 10-ю казнь, и тогда уже египтяне вас отпустят. And we have the Passover, И мы видим событие Пасхи, первой Пасхи, in which God brought death to every household in Egypt. когда Бог навел смерть на каждый дом в Египте. The firstborn in every house died, Первенец в каждом доме умер, except in the houses where they had painted blood from a sacrificed lamb. кроме тех домов, где они нанесли кровь жертвенного ягненка на косяк дома. And so when death came to all these Egyptian households, then they wanted the Jews to leave. И когда смерть пришла в каждую египетскую семью, они уже захотели тогда, чтобы израильтяне уже ушли побыстрее. So we have slavery, Итак, рабство, Moses, Моисей, plagues, казни, Passover, Пасха. and then they come to the Red Sea. И вот они подходят к Черному морю, не Красному, Черному. They're in an impossible situation. Они в невозможной ситуации, The sea in front of them, море перед ними, mountains on each side. горы с каждой стороны, The Egyptian army is now pursuing them. слева и справа, и египетская армия сзади их догоняет. God, in a fiery pillar,
blocked the Egyptians from advancing, И Бог в огненном столбе, Он заблокировал продвижение египтян, opened the Red Sea, открыл Черное море, and Israel crossed the Red Sea without getting their feet wet. и Израиль прошел по этому Черному морю, даже не замочив ног по дну. Okay, then this fiery pillar was moved. Потом огненный столб сдвинулся, The Egyptians advanced into the middle of the Red Sea. египтяне рванули вдогонку, добрались аж до середины Черного моря, The waters came back и тут мышеловка and схлопнулась. destroyed the Egyptian army. Вода вернулась, и египетская армия была уничтожена. Почему черный есть? Красный. Can I quickly explain like Red Sea, all that, like archaeological? На перерыве. So this event, the Red Sea, is used as the one defining event to show God's power to deliver His people. И вот это событие, переход Черного моря при исходе, в дальнейшем упоминается как самое такое значимое проявление Божьей силы при избавлении своего народа. There are numerous references throughout the Old Testament to what happened at the Red Sea. На протяжении всего Ветхого Завета огромное количество упоминаний о том, что случилось тогда при Черном море. God is able to deliver His people. И этим показывается, что Бог силен избавить свой народ. So after the Red Sea, И после Черного моря they went to Mount Sinai. они пошли к горе Синай. There they received the law Там они получили закон and built the tabernacle. и построили скинию. So what do we have in Exodus? И что мы дальше видим в книге Исход таким образом? Slavery, А, Moses, рабство, Моисей, plagues, египетские Passover, казни, Пасха, Red Sea, Черное море, Sinai, Синай, law, закон, tabernacle. скиния. What happens in Leviticus? Что происходит в книге Левит? Nothing. Ничего не происходит. Обряды, 613. Rituals, 613 commandments. 600. 600. 613. He says 613 commandments. Well, they weren't given in Leviticus. Не, но они не в Левит были записаны. Okay. In Leviticus, nothing happens. В книге Левит ничего не происходит, никаких историй практически. It's part of the law. Это часть закона. Okay. And what we have, И что там написано? regulations for sacrifice, Установление для жертвоприношений, regulation for priests, установление инструкций для священников, regulations for sanctification, установление для освящения. and И what did we see yesterday in что мы chapter вчера 26? смотрели? 5 циклов дисциплины. 5 cycles of discipline. Okay. 5 циклов Глава дисциплины. 28. So I want you to know 4 things from Leviticus. И вот я хочу, чтобы вы знали вот эти 5 вещей из книги Левит, 4 вещи из книги Левит. Regulations for sacrifice, Установление для жертвоприношений, for priests, для for священников, для sanctification, освящения 5 cycles of и discipline. 5 циклов дисциплины. All right, in Numbers, Книги чисел. this describes the experience of the people while they are in the desert. Там описывается, что переживали люди, когда блуждали по пустыне. And why is it called Numbers? Почему книга называется «Числа»? Під час допуску до переходу після переходу. Because they were counting people before, in the beginning of the book and in the end of the book. Yes. Да. So it's count the people, Итак, исчисление народа, wander and die in the desert, блуждание по пустыне и смерть в пустыне, count the people. и исчисление народа снова. Covers a period of about 38 years. И эта книга покрывает период порядка 38 лет. Why did they die in the desert? Почему они умерли в пустыне? They were under a curse. Они были под проклятием. They wouldn't obey God. Они не послушались Бога. They wouldn't believe God. Они не поверили Богу. God says, you don't want to trust me? Бог сказал, вы не хотите мне доверять? Okay, you're going to die in the desert. Хорошо, вы умрете в пустыне. And people said, no. Люди такие, нет, We'll go. нет, не надо, мы пойдем. God says, too late. Бог сказал, слишком I already поздно. took an oath.
Я уже поклялся, you will not enter the land. что вы не войдете в землю. Your children will, Ваши дети войдут, but you're going to die in the desert. а вы умрете в пустыне. Okay. Серьезно. It's serious. It's very serious. Это очень серьезно. And the writer of Hebrews in chapter 3 И автор послания к евреям в 3 says, главе be careful that the same thing doesn't happen to you. говорит, смотрите, чтобы такое не случилось с вами. You might live in a spiritual desert for the rest of your life, Вы можете прожить в духовной пустыне до конца своих дней. and then you die. И потом умрете. That's possible. И это возможно. You don't want to believe God? God's okay. Если не хотите доверять Богу, Бог скажет, Now хорошо. God provided for His people. He fed them every day. Но Бог обеспечивал свой народ, Он кормил их каждый день. He protected them from their enemies. Он защищал их от врагов. He gave them what they needed. Он дал им то, в чем они нуждались. They died in the desert. Но они умерли в пустыне. Same thing could happen to us. И то же самое может случиться с нами. And they were believers. They were believers. И они были верующие. How would we know that? Откуда мы это знаем? God gave commands. Бог дал нам заповедь, Бог They дал нам wouldn't повеление. believe, they wouldn't obey. Они не поверили, и они не послушались. God tells us what to do. Бог также говорит, Бог дал им такие повеления, Бог дает нам повеления и заповеди. Do we believe and obey? Слушаемся ли мы и повинуемся? Верим ли? Not always. I don't know. And you have to understand too with the Exodus generation. Но вам также нужно понимать с поколением исхода ситуацию. These people saw more miracles than any other generation. Этот народ видел больше чудес, чем любое другое поколение на земле. They saw all the miracles in Egypt. Those 10 plagues were all miracles. Они видели все 10 казней в Египте. Это все были чудеса Божьи. They had seen the Red Sea. Они видели, как Черное море расступалось перед ними. They had that pillar of fire Огненный столб шел перед that ними. had protected them and had led them. Защищал их, вел их вперед. God brought water out of the rock. Бог дал воду прямо из скалы. God gave them miraculous food. Бог давал им чудесную пищу. They didn't want to believe God? И они после этого не хотели верить Богу. God says, you don't want to trust me after you've seen all of that? Бог сказал, ну, ребята, вы не хотите мне доверять после того, как вы видели все вот это? Okay. Окей. А мы ничего не видели. But we did not see any of that. Yeah, blessed are those who have not seen and Блаженны yet still believe. не видевшие и все равно поверившие. Today, if you will hear His voice, Никто не знает, поэтому автор послания к евреям и говорит, ныне, то есть сегодня, когда услышите голос Его, this might be the day. не ожесточите сердец ваших. But if you Может don't want to быть, obey God today, tomorrow сегодня might тот be день. too late. И если, может быть, сегодня, если вы не послушаете Бога, завтра, может быть, уже See, слишком поздно. otherwise, if you say, oh, okay, you've got a year. Иначе, если бы Бог сказал, ну, тебе год даю на People say, раскачку. okay, for 364 days, I'm going to do what I want. И люди бы сказали, хорошо, 360 дней буду делать, что хочу, That's the way we are. а 5 дней буду наверстывать. Это так, как Да. у нас всегда так. We cannot quantify how long we can disobey God. Поэтому мы не можем как бы расписать по плану, сколько нам можно не слушаться Бога, Before judgment. да, перед тем, как придет суд. My children, when they were very young, Мои дети, когда были совсем маленькие, they had a game that they would play. у них была игра, в которой они играли. It was called "This is your last chance." Игра называлась «Это твой последний шанс». Understand what they were saying? Понимаете, о чем они говорили? When they were not being obedient, Когда они были непослушны, I would say, "I will not tell you again." я говорил им, я больше повторять не буду. Meaning, И это if означало, you don't obey now, I'm going to discipline you. если ты сейчас не послушаешься, я тебя накажу. So,
we need to hear God today. Поэтому слышать Бога нужно сегодня и слушаться Его тоже. Otherwise, we may end up like the children of Israel Иначе мы можем оказаться в той ситуации, в которой оказались сыны Израиля. and wander in a spiritual desert for the rest of our lives. И можем блуждать по духовной пустыне до конца дней наших. It doesn't have anything to do with our salvation, И это никакого отношения не имеет к нашему but it спасению. does have to do with our blessing in this life, Но это касается нашего благословения в этой жизни. because those people never entered into the promised land Поскольку те люди никогда не вошли в обетованную or землю. experienced the blessing that God wanted to give them. И они так и не пережили то благословение, которое Бог хотел им дать. And we will also lose reward in eternity. И также мы можем потерять наши награды в вечности. All right, so in Exodus we have Итак, в Исходе slavery, рабство, Moses, Моисей, казни, plagues, Passover, Пасха, Red Sea, Черное Sinai, море, Синай, Law, Tabernacle, закон и скиния, Leviticus, книга Левит, regulations for sacrifices, установление для жертвоприношений, for priests, для for священников, для sanctification, освящения 5 cycles of и 5 discipline. циклов дисциплины. Count the people, Числа исчисления wander народа, and die in the desert. блуждание и смерть в пустыне, Count the people. исчисление народа. That brings us to Deuteronomy. И вот мы приходим к второзаконию. It is not a second law, Это не второй закон, как может but rather показаться. it is a review of the law for the generation that will enter the land. Но это обзор, повторение закона для поколения, которое вот-вот войдет в землю. And we have also the land covenant which is given. И также в этой книге приведен завет о земле. And in Deuteronomy they are told if they disobey, they will be scattered throughout the world. И во второзаконии сказано, что если они не послушаются Бога, они будут рассеяны по всему миру. But God will keep his promises that he made to Abraham. Но Бог сдержит обещания, которые Он давал Аврааму. He would regather his people from all over the world, Он соберет свой народ со всего мира, bring them back into the land, вернет их в землю, and they would enjoy that land forever. и они будут наслаждаться пребыванием, обитанием на этой земле навечно. So that is the Pentateuch. Вот это, собственно, пятикнижие, Тора. You need to be able to tell me these features from the Pentateuch. И вам нужно быть в состоянии перечислить мне вот все вот эти ключевые элементы пятикнижия. Right, now the next 5 books we call the historical books, Следующие 5 книг мы называем историческими. Joshua through Esther. Это книги от Иисуса Навина до Истории. 5 or 12? I'm sorry. Next 12, I'm sorry. Did Да, I say следующие 5? 12 букв. 12 книг. Okay, we have Joshua, Итак, Иисус Навин. conquest and division of the land. Завоевание и разделение земли. Judges, Судьи. 7 cycles of sin, slavery, 7 циклов deliverance. греха, рабства и избавления. Ruth, Книга Рут. in addition to the book of Judges, Романтическое дополнение к книге Судей. and it's, why is that funny? I said romantic edition. Ah, okay. Loyal love in a time of apostasy. Да, ну, если тема Руфи это преданная любовь во времена отступничества. Samuel, last of the judges, first of the prophets. Дальше появляется Самуил, первый из пророков, последний из судей.
anointed Saul king over Israel in 1051. И он помазывает Саула в 1051 году, первого царя над Израилем. And in 1 Samuel also we have David anointed as king. И в первой книге Царств мы уже видим, как Давид помазан царем. But Saul becomes jealous, Но Саул возревновал, seeks to kill David. позавидовал и пытался убить Давида. Saul reigns for 40 years, Саул правил 40 лет, so he dies in 1011. и он умер в 1011 году. Okay, 1446 we have the Exodus. Так, 1446 год, поколение Исхода. 1406 we have entrance into the land. 1406 это вхождение в землю. After the period of conquest and division, И после периода завоевания земли и we have the period of разделения the judges, у нас период судей no king in начинается. Israel, Нет царя в Израиле, till we come down to пока мы не переходим Samuel, who anoints Saul in к 1051. Самуилу, который помазывает Саула в 1051 году. Saul dies, David becomes king in Saul 1011. Умирает, Давид становится царем в 1011 году. David rules for 40 years, Давид правит 40 лет, dies in 971. умирает в 971 году. Solomon becomes king, Соломон становится царем, reigns for 40 years. правит еще 40 лет. And then, after Solomon's death, the kingdom is divided north and south. И потом, после смерти Соломона, царство разделяется на северное и южное. And the northern kingdom is destroyed in 722. И северное царство уничтожается в 722 году, The southern kingdom destroyed in 586. южное в 586, The temple is rebuilt in в 516. 516 они восстанавливают храм. The walls are rebuilt. 444, That's the decree. ага, окей. And so the Old Testament closes about 425. Да. И Ветхий Завет заканчивается, Ветхозаветный период, где-то около 425 года. So in 1 Samuel, Итак, в первой книге Царств we have Saul, мы видим Саула okay, and his pursuit of David. и его догонялки, погоню за Давидом. 2 Samuel is all about David. Вторая книга Царств вся посвящена Давиду. The Davidic covenant found in 2 Samuel chapter 7. Во второй книге Царств мы видим завет, заключенный с Давидом в 7 главе. So it's about the life and then the death of David. То есть вся эта книга посвящена жизни и смерти Давида. All right, 3 Kings, Третье Царство. we have Solomon at the beginning of the book. Там в начале книги говорится о Соломоне. Solomon dies. Соломон умирает. His son Rehoboam becomes king. И его сын Раваам становится царем. And then the Rehoboam makes some very foolish decisions. И потом Раваам принимает очень глупое решение. He decides to listen to his young friends for advice. Он решает послушаться совета своих молодых друзей-балбесов, Instead of listening to the wisdom of elders. вместо того, чтобы послушать мудрости старейшин. So in 1 Kings we have Solomon Итак, в первом царстве, and the division of the kingdom. простите, в третьем царстве у нас Соломон и разделение царства при Равааме. In 4 Kings we have kings of the north, kings of the south. В четвертом царстве, в четвертой книге царств мы видим цари севера и цари юга. Destruction of the northern kingdom, destruction of the southern И мы kingdom. видим там уничтожение сначала северного, а потом южного царства. First Chronicles, Первое Паралипоменон, parallel to 2nd, 3rd Kings. only to second. I think it's all about David there. Yeah, it's about David, but it's preparation for the temple, yeah. Да, ну, первая книга Паралипоменон в основном повествует о Давиде, говорит о подготовке к храму и параллельно к второй книге царств.
And then in 2 Chronicles, parallel to 3rd and 4th Kings, И вторая книга паралипоменона, она параллельно 3 и 4 царств. up to the fall of Jerusalem, И она повествует о событиях вплоть до падения Иерусалима. the rebuilding of the temple. И также о восстановлении храма. 1 Chronicles, we have preparation for the temple. 2 Chronicles, the building of the temple. А в первом паралипоменоне мы видим подготовку к строительству храма, во втором паралипоменоне мы видим, собственно, строительство храма. Ezra Книга Езры. is a post-exilic book. Эта книга написана уже после Вавилонского пленения. It's about the rebuilding of the temple. И это книга о восстановлении храма. Nehemiah, Книга Неемии. rebuilding of the wall. Восстановление стены Иерусалима. End of the Old Testament. И все, Ветхий Завет закончился. Okay, well, let's see how long it takes. Creation, fall, flood. Итак, посмотрим, сколько займет. Сотворение, грехопадение, потоп. Abraham, Isaac, Jacob, Вавилонская Joseph. башня, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Slavery, Рабство, Moses, Моисей, plagues, Казнь. Passover, египетские, Пасха, Red Sea, Sinai, Черное море, Синай, Law, Tabernacle, закон, Скиния, regulations for sacrifice, установление для жертвоприношений, for priests, священников, for sanctification, для священников, 5 cycles of 5 discipline, циклов божественной дисциплины, number of the people, исчисление народа, wander and die in the desert, блуждание и смерть в пустыне, number of the people, исчисление народа, 5 messages 5 посланий to instruct the second generation для about the law, наставления следующего поколения о законе land covenant. и закона земли. Come to the book of Завет. Joshua, Переходим к книге Иисуса Навина. cross the Jordan River, Переход реки Иордан. conquest and division of the land. Завоевание и разделение земли. Book of Judges, every man did what was right in his own Книга eyes. Судей. Каждый человек делал то, что было правильно в его глазах. 7 cycles of sin, slavery, deliverance. 7 циклов греха, рабства и избавления. Ruth, loyal love during the time of the judges. Преданная любовь во времена отступничества, во времена судей. Samuel, the last of the judges, the first of the prophets, Samuel. anoints Saul as the first king of Israel. Самуил, последний судья, первый пророк, помазывает в цари Саула, первого царя над Израилем. Saul fails. Саул провал. Samuel anoints David as king. Переживает, и Самуил помазывает Давида царем. Saul tries to kill David. Саул пытается убить Давида. Saul dies, David becomes king. Саул умирает, Давид становится царем. God gives him the Davidic covenant. Бог дает ему Давидов завет. David dies. Давид умирает. Solomon becomes king. Соломон становится царем. You have the glorious kingdom of Solomon. Славное царствование Соломона. But Solomon turns away from God. Но Соломон отвращается от Бога, Solomon dies. умирает, Rehoboam becomes king. становится царем его сын Раваам. But the kingdom divides. При нем царство In the разделяется. north we have На севере мы видим the kingdom of Israel. царство, собственно, They израильское, last until 722. которое продлило существование до And they're destroyed 722 by the года, Assyrians. уничтожено ассирийцами. The southern kingdom На юге continues until 586. царство продолжается до Destroyed 586 by the года, Babylonians. уничтожено вавилонянами. They're allowed to return to the land. После плена им позволено вернуться в Temple is землю. rebuilt in В 516. 516 они восстанавливают храм. Then you have the rebuilding of the walls under Nehemiah. Потом при Неемии восстанавливаются стены. Old Testament ends. И все, Ветхий Завет закончился. If you're wanting to get into this thing of what's predestined in the plan of God, То есть, когда мы начинаем задаваться вопросами, там, что там предназначено в Божьем плане, okay, God does not program someone to do particular things. Бог не программирует никого на совершение того или иного дела. But God knows what you will decide, Но Бог знает, что вы решите.
And he has a plan that takes into account every decision. И у него есть план, который принимает во внимание каждое наше решение. And he will use even your own sinful choices to further his plan. И Бог будет использовать даже ваши греховные решения, чтобы продвигать свой план. So it's not that God forces anyone to do anything, Поэтому речь не о том, что Бог заставляет кого-то что-то делать. but rather he has already seen what you will do, Но Бог уже увидел, что вы сделаете. and he has designed his plan to take into account И Он разработал свой план таким образом, чтобы принять во внимание all actions of all people, все действия всех людей, both good and bad. включая хорошие, как хорошие, так и плохие действия. See, it's like Joseph was sold into slavery by his brothers. Например, Иосиф был продан в рабство своими братьями. And then Joseph suffered first as a slave in Egypt. И вначале Иосиф страдал, будучи рабом в Египте. He was falsely accused, thrown into prison. Он был ложно обвинен женой Потифара, его бросили в тюрьму. He had many bad things happen to him. Много плохих вещей случилось с ним. We know ultimately God elevated him И to мы the highest position under Pharaoh. знаем, что в конечном счете Бог возвысил его на самый высокий пост после фараона. Now, in Genesis 50, verse 20, И в Бытии 50 главе 20 стихе: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». the you meant it for evil, but God meant it for good. То есть Иосиф говорит братьям: вы умышляли зло против меня, а Бог обратил это в добро. So was it God's will for the brothers of Joseph to sell him into slavery? Заключалась ли Божья воля в том, чтобы братья Иосифа продали его в рабство? Is it saying God wanted those brothers to sin? Может, то есть, если вы говорите «да», то тем самым вы говорите: так Бог хотел, чтобы эти братья согрешили. No, he didn't want that. Нет, Он этого не хотел. But he knew what they would do. Не было его воли, желания, And но Он he знал, что они used это сделают. that ultimately for his own И purposes, Бог в конечном счете использовал этот грех для своих целей. so that ultimately the children of Jacob were saved from famine in the land. И в конечном счете, благодаря этому, сыны Израилевы были спасены от голода в земле. And they were protected during their 400 years in Egypt, И в течение 400 лет в Египте они были защищены. where they lived in isolation from all other cultures that would have corrupted them. Они жили в изоляции от любых других культур, которые могли бы способствовать их разложению. So God uses even the evil of man И потому мы видим, что Бог использует даже зло, совершаемое людьми, to bring glory to himself. для того, чтобы принести себе If you славу. read Exodus, Когда вы даже почитаете Исход, God says, I will harden Pharaoh's heart. Бог говорит: я ожесточу сердце фараона. How does he do that? Как он это делает? Did he reach in there and turn a switch? Как он протягивает руку там и переключает рубильник в сердце фараона ожесточить? No. Нет. He did it by giving Pharaoh information. Бог делает это, давая фараону информацию. He forced Pharaoh to make decisions. Он заставляет фараона принять решение. Let my people go. Pharaoh said no. Позволь моему народу выйти. Фараон говорит: нет. God said, I'll bring a plague. Бог говорит: я наведу казнь. Will you let my people go now? Позволишь народу выйти сейчас? No. Нет. See, over and over again, Снова и снова и Pharaoh снова. had to choose either to obey God or disobey God. Фараону приходится выбирать, повиноваться Богу или нет. Now it says И Pharaoh сказано hardened his own heart. во многих местах в этом эпизоде, что фараон ожесточил сам сердце свое. By rejecting
God's revelation. отвергнув Божье откровение. It says God hardened his heart. Но также сказано, что и Бог ожесточил его сердце. It's not that God reached in and turned some switch in Pharaoh's heart. Это не то, чтобы Бог там протянул руку и переключатель в сердце фараона щелкнул. But by giving revelation, Но давая откровение, so that Pharaoh had to make a decision about his relationship with God. вынуждающее фараона принять некое решение о своих отношениях с Богом. So ultimately it comes down to man choosing either to trust God or not to trust И в God. конечном счете все сводится к тому, решит ли человек довериться Богу или не довериться. We know from Romans 9 that God raised up Pharaoh И мы знаем из Римлянам 9 главы, что Бог возвысил фараона in order to glorify God. для того, чтобы в итоге прославился Бог через него. Now, God is glorified whether Pharaoh worships God or hardens his heart. И Бог получает славу независимо от того, прославит ли фараон Бога или ожесточит свое сердце. Okay? If Pharaoh obeys God, Если бы фараон послушался Бога, God's going to get the glory. Бог получил бы славу. If Pharaoh disobeys God, Если фараон не послушался бы Бога, God still gets the glory Бог все равно получит свою because славу. God is going to do what God wants to do. Поскольку Бог в любом случае сделает то, что Он решил сделать. But He will use whatever man does. Но Бог будет использовать все, что делают люди. It's like the Babylonians coming to destroy the southern kingdom. Это как когда вавилоняне пришли уничтожить Южное царство. God raised up the Babylonians to world power. Бог возвысил вавилонян и сделал их ведущей мировой державой. And He says, I'm going to use them to punish Israel. И Бог сказал, я использую их, чтобы наказать Израиль. But then I'm going to destroy the Babylonians because they came against my people. Но потом я уничтожу самих вавилонян за то, что они пришли и разрушили, уничтожили мой народ. Is God going to punish them because they are obedient to God? Подождите, так что, Бог собирается наказать их за то, что они были послушны Богу? No, Нет. because they disobeyed God. Поскольку они не были послушны You Богу. don't come against God's people. То есть не нужно было идти нападать на Божий народ. But God used their own sinful behavior Но Бог использовал их же греховное поведение for His own purposes. для собственных целей. So you can say that the Babylonian invasion of Judah То есть, was поэтому from the Lord. мы можем сказать, что вторжение вавилонян в Иудею было от Господа. Did He make them do it? No. Заставил ли Он вавилонян делать это? Нет. He is going to punish them for their sinful behavior. И Бог накажет их и наказал за их греховное поведение. But He used them to punish His own Но people. Он использовал их для того, чтобы наказать собственный народ. But then He's going to punish the Babylonians. А потом Он накажет и самих вавилонян. So, could we say that such dynamics continues in our world? Like Absolutely. World War II, Hitler? Yeah. Да. See, you have volition. You have the ability to choose. У нас, как у людей, есть воля и свобода, и способность принимать решения. You want to obey God? И хотите ли вы повиноваться Богу? Then God will honor that Отлично. positive decision. И Бог почтит это положительное решение. But if you decide you want to go live your own Но way, если вы решите, буду жить по-своему, now you're going contrary to the plan of God. теперь вы уже идете вопреки Божьему плану. God will let you, И вопреки Божьей воле. Бог позволит вам идти. but He doesn't make you sin, Но Он не заставляет вас грешить. but He will use your own actions to further His own plan. Но Бог использует ваши же порой греховные действия для того, чтобы продвинуть собственный план. So that ultimately God will use even the sinful behavior of man
to glorify himself. В конечном счете Бог будет использовать даже греховное поведение людей, чтобы прославить себя. Why? Почему? Where sin abounded, grace abounded much more. Ибо там, где умножился грех, стало преизобиловать благодать. So God allowed sin, И Бог позволяет грех. but God gets the glory because he provides salvation from sin. Но Бог получает славу, поскольку Он же обеспечивает спасение от греха. Богу ничего не может помешать. So nothing could stop or harm God's plan. That's correct. Да. Okay. На все воля Божья. А? На все воля Божья. Ну я согрешил, на все воля Божья. So, but a lot of people could say, "Oh, I've sinned. Oh, this is will of God. There is No, will of God it's for us." never the will of God that you sin. Нет, воля Божья никогда не состоит в том, чтобы вы грешили. But God is glorified by forgiving your sin, Но Бог может прославиться через прощение вашего or греха, saving you from sin, либо через спасение вас от but it's греха. not God's will for you to sin. Но в любом случае Божья воля для нас не в том, чтобы вы грешили. But shall we sin that good may come? Но как в послании римлянам, да, так надо ли нам теперь грешить, чтобы вышло из этого добро? Никак. And these people, No way. these foolish people who say it was God's will for me to И sin, эти идиоты, которые говорят, так это ж Божья воля была, чтобы я согрешил. what they're saying is not my fault. It's not my fault. This is what God wanted me to do. Они не говорят, это был мой прокол, моя ошибка. Они говорят, так это Божья воля была для меня такая, чтобы я согрешил. But see, what I want you to be able to do Но что я от вас хочу? Чтобы is to вы be able могли, to think through the Old Testament. чтобы у вас эта диаграмма была в голове, чтобы вы могли мысленно себе So представлять now панораму Ветхого you Завета. have the skeleton. Чтобы у вас был какой-то скелет. So now you can come and put some flesh on the И bones. теперь вы уже на этот скелет можете какое-то мясо, какую-то плоть нанизать. So, for example, in Genesis, Например, you got Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. в книге Бытия Авраам, Исаак, Яков, Иосиф. Well, that's 38 chapters. Ага, 38 глав. But if you think, oh yes, there's Jacob, Но если вы думаете, ага, так, Иаков. now you can begin to talk about what happened in the career of Jacob. И теперь вы уже можете сосредоточиться, что же конкретно происходило в карьере Иакова. I want you to know this outline, Но я хочу, чтобы вы знали этот план исторический. because what happens when you understand this outline? Поскольку что происходит, когда вы понимаете этот план? Okay, you open up now the book of Habakkuk, Вы открываете книгу Аввакума, например. and now you can understand what's happening. И теперь вы понимаете это до плена. до Okay, завоевания. and you understand that here's Habakkuk. It takes place just before 586. И вы понимаете, что вот Аввакуму он пишет буквально незадолго до 605 года. Буквально перед самым завоеванием God says, Иерусалима. I'm going to bring the Babylonians. They're going to destroy the И city. Бог говорит, я наведу вавилонян или халдеев, и они завоюют город. Ah, now I understand. Понятно, где это. Куда вы? So if you know this outline, Если вы понимаете этот план, then you can understand a lot more about the Old Testament. то вы намного больше сможете понять о Ветхом Завете. Or if you're going to teach, Или если вы собираетесь преподавать, now you've got a context, теперь вы уже можете ваше учение помещать в какой-то контекст, a historical context. исторический контекст. And you really cannot adequately teach Old Testament if you don't have this historical И вы на context. самом деле не сможете адекватно преподавать по Ветхому Завету, если у вас нет этого Otherwise, it's just исторического so контекста. confusing. Все так запутано станет. Oh, we didn't mention Esther Мы не упоминали Эсфирь, например, in here when you go through the в books, этом обзоре, когда так because I think you need to через книги. know something about each of the books. Но я думаю, что вам нужно что-то знать о каждой книге. Esther is also post-exilic, Эсфирь это также книга, написана уже после Вавилонского so that плена. takes place after Это уже где-то там происходит.
Israel has returned to the land and rebuilt the В temple, 400-х годах, после того, как Израиль but вернулся Esther в is out of the землю, land. отстроил храм, но Эсфирь-то And it находится shows вне God's земли care for His обетованной. people while they are out of the land. И эта книга показывает Божью заботу о своем народе, даже когда они вне своей земли. But Moses stands up and now look, here's what you need to Но know. Моисей встает и говорит, вот, смотрите, что вам Еще нужно раз знать. повторяет. Повторение мать учения. Yeah, he didn't repeat everything, Моисей не повторил там все. but he reviews the history, Он дает краткий обзор истории, okay, and he says, and look, и он говорит, you смотрите, need to know this. вам нужно это знать. They need to know it all, of course. Им, конечно, все это нужно было знать. But oftentimes somebody's going to stand up and say, now here's what you need to know about this, and they don't give all of the details. Но, то есть, как бы им нужно было знать все, что было до этого. Но порой, понимаете, да, кто-то встает и говорит, вот вам нужно знать вот это самая суть, да, и может не приводит всех деталей.